Мы собираемся провести следующие 7 дней в аду Майнкрафт, чтобы полностью изучить его и заполучить все сокровища, которые спрятаны за стенами этого опасного красного мира. Мы еще не знали, что потеряем много вещей, но эта экспедиция того стоила. Нас ждут бастионы и крепость, и даже иссушитель и лавомерки, а главное, я заспавню куриц на самой недоступной точке ада. На Бедроке. Первое, с чего мы начнем, это с бастиона. Мы как следует подготовились, хотя можно было и лучше. Наф тут больше не живет. Самую большую опасность в бастионе представляют именно они. Чудики, или же брутальные жестокие пиглины. Было ваше, стало наше. Или же железный меч на починку. А здесь уже чуть больше разнообразия. Если честно, звуки этих чудиков меня немного пугают. А это уже то, что нам очень нравится. Похоже, что это бастион-сокровищница. Спускаемся все ниже и ниже. Один из лучших способов с ними справиться — это сражение на расстоянии. А это самое крутое, что можно найти в бастионе. 3 назаритовых слитка, а также много стрел, золотых блоков и, конечно, магмовых кубов, которые дадут тебе люлей. Взяли, зажали и все, тебе хана. Часть вещей, конечно, сохранилась, но только не кирка и меч. Но слитки назарита в лаве не горят, а это главное. На будущее мы решили скрафтить сундук, и в него мы будем складывать все полезные ресурсы, которые найдем. То есть все сокровища мы положим именно сюда. О. Это не крепость, но это новый бастион. Ой, минус 4 почти. Если вы думаете, что чудики слабые, я скажу вам, что они бьют сильнее, чем мой топовый меч, который сгорел в лаве. В этом бастионе Вова нашел 2 древних обломка, кузнечный шаблон и, конечно, встретился с брутальным пиглином, которому скин Вовы очень понравился. Я очень хочу пойти на поиски крепости, поэтому все главные вещи Вовы я спас, положил в сундук, и теперь они в безопасности. Вова пришел, можно отправляться дальше. Возможно, мы еще не полностью залутали этот бастион, но если не забудем, то мы обязательно к нему вернемся. Подгореть по пути на лаве — это обязательно. И теперь мы готовы исследовать эту крепость. Что нас не интересует? Блейзы и сокровища. Хей, а вот и первая блейзовая палочка. Конская броня, слитки золота, кузнечные шаблоны и главное увидеть как можно больше блейзовых палочек. Этим запомнилась нам эта крепость. И, конечно, куда без этого. А главное, мы еще нашли седло. Теперь мы можем оседлать кого угодно. Но забираем Вовины вещи, и они снова в безопасности. 11 палочек достаточно, но спойлер, добудем мы намного больше. Но это позже. Первая крепость была полностью зачищена, и теперь пришло время второй крепости. Еще в предыдущих частях мы нашли первый бастион, в котором я немного залутал золото. По этой причине у меня не вышла ачивка. Тогда же я нашел 2 крепости, и теперь мы идем ко второй. А вот этот бастион, кстати, мы нашли случайно по пути, но и такое тоже бывает. А вообще мы собираемся сразиться с иссушителем, но потеряем ли мы все, что у нас есть, я не знаю. Итак, важные ресурсы оставлены, можно искать вторую фортресс. Меньше 5 минут, чтобы до нее добраться, вот и она. Важно, что крепость расположена в базальтовых дельтах, а еще у нас было очень мало еды. Не сказать, что мы залутали эту крепость полностью, но в какой-то момент мы просто хотели ее оставить и уйти отсюда живыми. Но у нас был второй план — оставить все свои вещи в сундуках и пойти биться до конца. Было решение оставить и покинуть эту крепость. Дорога предстояла через базальтовые дельты. Там мы и останемся, думали мы, но отступать было нельзя. Мы пришли, мы придем домой сейчас. Эти места нам показались очень знакомыми. Я увидел странный путь из булыжника. Мы здесь были. Что ж, мы дома. Рядом был Геннадий, то есть странствующий торговец. Таков был первый поход в Незер, пора собираться во второй. Совсем чуть-чуть отдохнули, я сходил в пещеры, добыл алмазы, уровень повысил, а также поторговал с жителями. Второй поход был менее успешный. Мы обошли наши земли, поторговали с пиглинами, добыли кварц, обсудили роман Льва Толстого «Война и мир», вышли к порталу и... Так, стоп, портал. Это и была моя задумка — показать Вове и вам портал, который выводит нас прямо в одну пещеру. В ней нет ничего особенного, однако над ней расположен океан, вблизи которого джунгли, саванна, меса и пустыня. Опа.
Для нас было неожиданно найти еще одну крепость. Еще одно седло. Мы нашли седло, немного сразились с ифритами, и в этот раз все обошлось без приключений. Ладно, все же было опасно. Сундук с ресурсами вновь пополнился. Сражение с мобами, чара вещей и, наконец, третий поход. Лавомерки. Мы отправимся в путешествие в прямом смысле, бегая по лаве. Погнали. Дамы и господа, мы только что оседлали... Что это? Мы только что оседлали лавомерку, и теперь можем спокойно кататься на ней. Ее механика не очень понятная, каким-то образом мы то ускоряемся, то замедляемся. Но что если устроить гонки на лавомерках? Как вам эта идея? Форсаж, семья и все в этом духе. За это путешествие мы успели разобрать заброшенный портал на лаве, найти новый фортресс и построить портал прямо рядом с ней. Но достижений не получил ни я, ни Вова, поэтому мы решили отправиться дальше. Новый портал и достижение кротовой норы завершено. Только Вовы почему-то нет. Ладно, зато можем обижать территории, мы в 12 тысяч блоках от дома и спавна. У нас здесь есть деревни и аванпост разбойников. Забираем кузнечные шаблоны, освобождаем голема и идем вперед. Так сказать, алга. И ура, Вова тоже получил достижение, мы уже в 20 тысяч блоках от дома. Теперь пора домой. 3 похода в ад позади, у нас еще нет главного. 3 голов визор скелета для призыва и сушителя. 4-й поход в ад был очень коротким, я добил себе 30-й уровень и все. 5-й поход даст сколько там он из их. Главная задача добыть черепа скелетов. Для этого я зачаровал алмазный меч на добычу 3, и в идеале все должно пройти легко. Ну, разве у нас бывает так? Потратив целый час на добычу этих голов, ни одна нам голова не выпала. В результате Майнкрафт еще и завис, залагал и отбросил нас немного назад во времени. То есть в прошлое, до ближайшего сохранения. А главный итог этого, у Вовы сбились все ачивки. Впереди вас ждет 3 часа добывания голов и сушителя, но главное это количество всего добытого. Много блейзовых палочек и, конечно, 3 головы визор скелета. Череп второй. Все. У нас получилось заполнить сундук сокровищ вот таким образом. И теперь наконец пришло время призвать его. Но сначала я не могу вам показать, как мы сделали сильнейшее. Наши первые незаритовые вещи. 2 нагрудника и алмазный меч. Все. Первый незаритовый меч в моей жизни. Я зачаровал нагрудник на защиту 4, прочность 3 и еще починку позже. Также я зачаровал 2 лука на силу 4, плюс мне на одном из луки выпала бесконечность. Я отправился на поиски алмазов и добыл 56 алмазных руд. Это получилось почти 2 стака при добыче с киркой на удачу 3. И хотя я потратил уровень, чтобы получить кирку с зачарованием на удачу, она не выпала мне ни разу, и мне пришлось поторговать с жителями, чтобы выкупить эту удачу 3. Я поставил стойки для брони, и теперь на ней алмазная броня. Позже мы зачаруем ее и воспользуемся ее силой в сражении с иссушителем. Это еще не все, ведь нам нужно было поторговать с жителями. Я продал им абсолютно все, что можно было. Пшеницу, бумагу, картошку и даже нитки, чернильные мешки и гнилую плоть, а также палки. Я еще не стал изумрудным магнатом, но этого хватило, чтобы получить еще 3 починки. А самое главное, в Незере я первый раз в жизни попробовал поспать на кровати. Я, конечно, никогда не взрывал, но надеюсь, что у меня получится. В целом я смотрел некоторые спидраны и думаю, знаю, возможно, даже как это делать. Например, просто ставим... Точнее, найти древние обломки. Ставим кровать где-нибудь тут. По сути, мне надо и сделать... Вот так. О. Ух, даже страшно немного. Вау. Смотрите, что я нашел. Я сделал еще много взрывов, но в итоге больше ни один обломок не был найден. Почти. Я успел поторговать с пиглином и наконец выбраться за бедрок. Теперь у нас есть доступ к крыше ада, и мы наконец заспавнили куриц. Прямо на верхушке самого опасного мира. А еще я переделал спаун в аду полностью. Да, пришло время сразиться с осушителем. О, нет, не в ту сторону. Я попал.
Это было очень эпично, великое событие завершено. Как вам? Иссушитель нам очень понравился. Ждем дракона.